Малыш-то И выкрала почти созданную пилюлю Хунь-Худзи, вызвав шок у Сяо Яня, да и у всех присутствующих. На этом моменте мы остановились в прошлом ролике. Что было дальше? Как поступит Хунь-Худзи? К слову, глава Яо Дань не стал ничего предпринимать и вмешиваться, он лишь покачал головой. Соревнование между алхимиками закончилось такой ситуацией, когда конкуренты отбирали пилюли друг у друга, а Хунь-Худзи был в ярости и стал угрожать. «Сяо Янь, я разорву тебя на куски!» Когда прозвучал яростный крик Хунь-Худзи, черное пламя выстрелило и превратилось в черного огненного дракона, который безумно бросился в сторону Сяо Яня. Его просто переполняла пожирающая сила. В этот момент рядом возникло море зеленого пламени. «Хунь-Худзи, если ты так любишь энергию, я одолжу тебе немного». Это был старик Шэнь Нун и его пламя номер 5. Он вступился за Сяо Яня. Хотя эта внезапная атака не навредила черному огненному дракону, ей все же удалось помешать ему. Шэнь Нун посмотрел на Хунь-Худзи и сказал: «Я уже давно живу и никогда никого не боялся. Если у меня есть возможность, я хочу устранить предателя вроде тебя, который однажды предал своего учителя. Ты позоришь всех алхимиков». Глаза Хунь-Худзи стали холодными, дикая улыбка появилась на его лице. «Старик, тебе жить надоело? Я даже не нацелился на твое пламя духа жизни, но ты смеешь провоцировать меня?» Он сжал руку, и черный огненный дракон взревел в небо, начав поглощать все зеленое пламя в свое тело. Однако в этот миг появилось голубое пламя старейшины Яо Ваньхо, которое фактически отправило черного огненного дракона в полет. Лицо Хунь-Худзи стало еще более ужасающим, как только ему снова помешали. «Яо Ваньхо, твой клан Яо пытается стать врагами моего клана Хунь?» Но старейшина Ваньхо высмеял его. «Не говори мне, что ты можешь нападать на других, а я на тебя нет? Какая шутка!» «Хорошо, хорошо». Уголки глаз Хунь-Худзи дернулись. Он гневно засмеялся. Его руки продолжали дрожать, а в глазах вспыхнуло черное пламя. Это пламя собиралось вырваться, когда Хунь-Худзи, казалось, что-то придумал. Он замешкался на мгновение. «Думаете, сможете остановить меня вдвоем?» Черный огненный дракон внезапно бросился вперед, противостоя двум другим огням. Сяо Янь наблюдал, как 3 великих небесных пламени вступили в хаотическую битву. Он невольно удивился, когда старик Шэнь Нун и старейшина Ваньхо вмешались и протянули ему руку помощи. Сяо Янь не стал медлить и воспользовался помощью старейшин, чтобы закончить свою пилюлю. «Времени не так много. Я должен сначала извлечь энергию из эмбриональной пилюли Хунь-Худзи». Действительно, энергии, собранной в его котле, было мало. Сяо Янь сосредоточился на чужой эмбриональной пилюле. Энергия, необходимая для очищения мистической пилюли 9-го ранга, была слишком шокирующей, но если он добавит энергию, содержавшуюся в почти созданной пилюле Хунь-Худзи, его ждет успех. К слову, это было не так-то просто. Выхватить энергию из чужой пилюли и влить в свою проще сказать, чем сделать. Потому что внутри даже не до конца сформировавшихся пилюль содержалась разная энергия. Доработка любой из пилюль окончилась бы неудачей, если бы алхимик попытался их смешать. Однако Сяо Янь не беспокоился об этом. С очищающей способностью его пламени, все, до чего дотрагивалась малышка И, превращалось в чистейшую энергию. Это включало и различные целебные свойства в эмбриональной пилюле. Малышка И, которая могла ментально понимать Сяо Яня, тут же раскрыла рот и съела эмбриональную пилюлю Хунь-Худзи. Могучая энергия безумно хлынула в ее тело. Она постепенно превращалась в крупного младенца. Когда тело малышки И выросло в несколько раз, внутри нее засветилось скопление света, которое выстрелило в огненный котел. В этом столбе света содержалась настолько пугающая энергия, что выражения членов клана Яо кардинально изменились. Эмбриональная пилюля Хунь-Худзи была переработана. Вот мы смотрим аниме «Расколотая битва Синева Небес». А если бы могли играть за Сяо Яня? Это возможно. Встречайте игру «Расколотая битва Синева Небес. Решающая схватка» или «Пик Шоудаун». Станьте Сяо Янем и пройдите путь от обычного юноши до сильнейшего культиватора под небесами. Вас ждут динамичные реал-тайм бои, глубокая система прорывов, мощные техники, алхимия и сотни легендарных артефактов. Каждый бой — это яркое зрелище, а каждое новое царство — новый уровень силы. Игра полностью передает дух оригинальной новеллы, атмосфера, история, персонажи и тот самый вайб, который мы все так любим. Красивая графика, плавный геймплей и регулярные обновления с новыми событиями не дадут заскучать.
Хотите начать свое восхождение к пику небес прямо сейчас? Скачивайте игру на X7 Game. Быстро, безопасно и без лишних хлопот. Это приложение можно установить как на Android, так и iOS. Ссылочка в описании. Эмбриональная пилюля Хунь-Худзи была переработана. Поскольку он уже имел с ней какую-то связь, то сразу это ощутил. Ублюдок! Его глаза покраснели. Войдя в черного дракона, его сила возросла. Он устремился к Сяо Яню. Что же произойдет? Сяо Янь щелкнул пальцем, и рядом с ним возникла черная фигура. Марионетка, Северный Король, безжалостно топнул ногой по пустому воздуху. Его тело столкнулось с черным огненным драконом. Вспыхнула необычайно напряженная битва. Скопление света в теле малышки И медленно потускнело, когда Сяо Янь призвал Северного Короля сражаться с Хунь-Худзи. Энергия внутри ее тела была полностью очищена и перелилась в огненный котел Сяо Яня. Этого все еще недостаточно. Даже несмотря на то, что энергия в котле стала такой же вязкой, как жидкость, внутри нее не возникло никаких признаков формирования пилюли. Сяо Янь нахмурился. Для мистической пилюли 9-го ранга требовалось слишком много энергии. Старик Шэньнун быстро сообразил, с какой ситуацией столкнулся Сяо Янь. «Сяо Янь, лекарственные свойства моей эмбриональной пилюли были нарушены, Хунь-Худзи. Сегодня я благоволю тебе. Желаю успеха». С этими словами Шэньнун махнул рукой, и наполовину созданная им пилюля полетела в сторону малышки И. «Спасибо, старейшина Шэньнун». Сяо Янь обрадовался, увидев влетающий в его котел новый поток энергии. Старейшина Ваньхо на мгновение заколебался, увидев, что сделал старик Шэньнун. Черт, я не видел, чтобы за 100 лет рождалась хоть одна мистическая пилюля 9-го ранга. Пожалуй, я тоже помогу парню. Яо Ваньхо бросил свою эмбриональную пилюлю Сяо Яню. «Большое вам спасибо». Сяо Янь взглянул на старейшину Ваньхо. В его сердце возникло хорошее впечатление об этом члене клана Яо. Первое хорошее впечатление обо всем клане. После чего Сяо Янь бросил обе эмбриональные пилюли малышки И. Они тут же превратились в два огромных и могучих столба света, которые выстрелили в его котел. Появился зародыш. Пятно, а темные облака начали покрывать небо. Черные молнии разрушительной силы стремительно пробивались сквозь облака. Это был первый раз, когда ученики клана Яо видели такие страшные молнии пилюли. Сяо Янь поднял голову. Его глаза пылали ожиданием. Крышка котла тут же открылась. Волны целебного аромата хлынули наружу. Появилась мистическая пилюля, что вызвала огромнейший дождь из пилюль. Божественная сцена заставила сердца многих алхимиков задрожать. Они начали преклонять колени. Наблюдая за этой сценой, глава Яо Дань глубоко задышал. Его голос слегка дрожал, когда он тихо пробормотал. «Это дождь пилюль. Мистическая пилюля появилась». Пилюли сыпались со всего неба и приземлялись на площадь. Тело Сяо Яня парило в небе. Он слышал о феномене дождя пилюль. Тем не менее, он впервые в жизни воочию видел подобное. Мне действительно удалось? Сяо Янь слегка дрожащей рукой взял свою целебную пилюлю. Этот результат полностью превзошел его ожидания. Даже с его нынешними способностями шансы на успех в приготовлении мистической пилюли 9-го ранга не превышали и 40%. Данная целебная пилюля содержала энергию от 4 различных зародышевых пилюль. Мало того, она была необычной. Целебная сила была превращена в чистую энергию малышки И, а затем слилась в пилюли Сяо Яня. Добавив очищение очищающим пламенем лотоса, пилюля немного изменилась, да так, что никто не мог подобного ожидать. Все присутствующие собственными глазами увидели, что Сяо Янь действительно сумел успешно приготовить мистическую пилюлю 9-го ранга. Черная молния дико низверглась сквозь густые облака в небе. Она безжалостно ударила. Этот взрыв заставил дрогнуть даже всю гору медицины. Сяо Янь с тревожным выражением смотрел на скопление света, оказавшееся под ударами молний. Внутри него была мистическая пилюля 9-го ранга. Если она переживет эту молнию, то сможет вырваться и появиться. Мистическая пилюля 9-го ранга отличалась от других целебных пилюль. Этой пилюле требовалась энергия внутри молнии, которая позволила бы ей стать совершенной. Под тревожными глазами Сяо Яня пилюля как будто закалялась молнией. Это продолжалось более 10 минут.
И, наконец, пилюля преуспела. Распространился шокирующий лекарственный аромат. Целебное благоухание собралось в форму множества целебных трав, покрывших собой небо. Эта пилюля в форме фигуры внезапно вспыхнула в небе, а затем намеревалась сбежать. Пара костяных крыльев появилась на спине Сяо Яня, и он появился перед светлой фигурой. Фигура имела длинные черные волосы. Ее довольно большие глаза выражали некоторый ужас, когда она смотрела на Сяо Яня. Ее жалостливый внешний вид всколыхнул у многих людей желание защитить ее. Сяо Янь с удивлением смотрел на молодую девушку. Однако он лишь тихо рассмеялся и сказал: «Она уже знает метод, как запутать других людей сразу после рождения. У целебной пилюли нет пола. Ты приняла это обличие минуту назад, верно?» Сяо Янь надавил прямо ей на лоб. Появился духовный отпечаток. Затем фигура превратилась в круглую целебную пилюлю. Сяо Янь достал нефритовую бутылку из своего кольца и осторожно поместил эту мистическую пилюлю 9-го ранга внутрь. Эта пилюля обладала чрезвычайно огромной и могучей энергией. К сожалению, она была новорожденной и не знала, как ее использовать. В противном случае даже Сяо Янь не смог бы ее поймать. Увидев, что Сяо Янь поместил пилюлю в свое кольцо, разочарованные выражения возникли на лицах множества людей. Сяо Янь обернулся и посмотрел на Хунь Худзи, который все еще участвовал в напряженной битве с Северным Королем. Он невольно засмеялся и махнул рукой. Северный король отступил и с безразличными глазами встал рядом с ним. Вот такое невероятное создание пилюли, пожалуй, лучший момент. После всех испытаний, интриг и противостояний на свет появилась мистическая пилюля, которую не видели сотни лет. Для Сяо Яня это была не просто победа в соревновании, а очередное доказательство того, что даже невозможное становится возможным, если идти до конца. Этот день навсегда останется в истории клана Яо. Многие пришли сюда увидеть соревнования алхимиков, но стали свидетелями рождения настоящего чуда. И пока одни восхищались увиденным, другие уже понимали, что сила Сяо Яня стала еще страшнее. Ведь иногда одна победа стоит больше, чем десятки сражений. В этот раз Сяо Янь доказал свое мастерство не силой, а искусством алхимии. Мистическая пилюля была создана, победитель определен, но история на этом не заканчивается. Путь Сяо Яня еще далек от завершения. Самые важные события впереди, касающие судьбы всего клана. Спасибо большое за просмотр и всем пока.